Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы рассмотрим параллельную парковку. С каждым годом количество автомобилей на дорогах увеличивается. Одна наша автошкола выпускает более 1000 водителей в год. И города уже не справляются с таким количеством автомобилей. Особо остро стоит вопрос с парковочными местами. Иногда требуется очень быстро и безопасно поставить свой автомобиль в небольшое свободное место. Заехать в него передом не всегда получится. Требуется больше пространства для маневра. И тогда нам пригодится умение выполнить параллельную парковку задним ходом. И сегодня мы научимся, как припарковать автомобиль легко, безопасно и красиво по двум углам уже стоящих автомобилей. Немаловажный момент – это убедиться, что наши зеркала правильно настроены. От этого зависит наша с вами парковка, да и вообще вся безопасность нашего движения будет построена на том, что мы видим сзади. Зеркала – это наши глаза сзади, поэтому зеркала в обязательном порядке должны быть правильно настроены. Самое простое, как настроить наши зеркала, мы регулируем зеркало так, чтобы передняя ручка двери оказывалась у нас в нижнем, ближнем к нам уголочке. Как в левом зеркале, видим в нижнем, ближнем уголочке нашу переднюю ручку, так и в правом зеркале также загоняем эту ручечку в ближний, нижний к нам уголочек. Все, теперь у нас есть полный обзор зеркала заднего вида. Для того, чтобы нам быстро и правильно припарковаться, и чтобы это выполнить нам легко, нам потребуется два реальных ориентира. Ориентирами у нас будут служить углы наших автомобилей. Угол впереди стоящего автомобиля и угол сзади стоящего автомобиля. Впереди стоящем автомобиле нам нужен будет вот этот внешний угол, то есть вот этот его задний фонарь. На него будем ориентироваться. А в сзади стоящем автомобиле нам потребуется вот этот внутренний угол автомобиля, вот это его фара. По этим двум ориентирам мы сейчас поставим свой автомобиль. Теперь рассмотрим с вами параллельную парковку поэтапно, как мы будем парковаться. Мы движемся с вами вдоль автомобилей на расстоянии боковом интервале примерно около полуметра. Увидели парковочное место, оценили, что нам хватает вполне места, чтобы припарковать здесь автомобиль. Включаем заранее правый указатель поворота и двигаемся, проезжаем это парковочное место. Проехали парковочное место и останавливаемся на уровне впереди стоящего нам автомобиля. Убеждаемся в зеркале заднего вида, что сзади нас никого нет, что мы не создадим никому помех. Включаем заднюю передачу, правый указатель, потому как руль мы сейчас будем выкручивать направо. И начинаем движение назад. Смотрим заднее правое стекло. В нем мы должны увидеть угол этого автомобиля. То есть тот фонарь, который мы с вами рассматривали. Задний левый фонарь автомобиля. Как только он показался в нашем заднем правом стекле, мы останавливаемся. Руль выкручиваем в сторону парковки. Ну, в данном случае направо мы его выкручиваем. До упора. От упора чуть-чуть отвели, чтобы ГУР у нас не напрягался. И теперь смотрим в левое зеркало. Продолжаем движение назад. В левом зеркале мы сейчас должны будем увидеть целиком весь автомобиль, который стоит сзади нас. То есть как раз вот ту его правую фару, тот угол, второй наш ориентир. Когда из-за задней части нашего автомобиля показалась эта фара, мы останавливаемся. Все, задний автомобиль виден нам целиком. Теперь мы выпрямляем колеса. У нас, как правило, от крайнего положения колес до прямого 1,5 оборота рулевого колеса. Считаем эти 1,5 оборота. Половинка и еще оборот.
Все, продолжаем движение задним ходом до того момента, пока наше зеркало не закроет угол, возле которого мы сейчас с вами останавливались, вот этот наш ориентир. Задний левый фонарь впереди стоящего автомобиля. Все, закрыли стоечкой, зеркалом этот задний фонарь. Руль выкручиваем теперь до упора налево. Все, опять же от упора чуть отвели. И продолжаем движение задним ходом. Теперь мы в правом зеркале будем контролировать расстояние до бордюра, чтобы наше заднее правое колесо не наскочило на этот бордюр. А в левом зеркале будем контролировать расстояние до сзади стоящего автомобиля. Аккуратно, потихонечку ставим свой автомобиль. Так, автомобиль наш поставили, осталось теперь нам выровнять расстояние. Ну, если мы на экзамене, больше нам ничего не требуется, но реально жизненной ситуации нам надо будет впереди и сзади расстояние от автомобиля немножко выровнять. Опять выпрямляем наши колеса, 1,5 оборота считаем. И движемся немножко вперед, чтобы расстояние от впереди и заднего автомобиля у нас примерно было одинаково. Все, парковка наша выполнена по двум углам автомобиля. Ну а теперь мы с вами рассмотрим, какие могут быть ошибки при совершении нашей параллельной парковки. Первая и основная ошибка – то, что водитель не показывает указателем поворотов, что он собирается делать. И в результате чего, что может у нас получиться? Сзади едет автомобиль, он не знает наших намерений и вплотную к нам подъезжает. Следующая ошибка, которая часто встречается при совершении парковки, это то, что заднее правое колесо наезжает на бордюр. Почему это происходит? Основная причина из-за того, что мы сильно углубляемся на прямых колесах в нашу парковку. То есть, когда мы выровняли руль и движемся на прямых колесах, наш угол впереди стоящего автомобиля уже далеко проходит за зеркало и выходит в наше стекло. Также причина может быть из-за нашей посадки. Дело в том, что этот ориентир, скажем так, он индивидуален. У одного этот угол должен выйти уже за стойки, у другого он только подходит к нашей стойке, а у третьего он четко становится за стойкой. Все зависит, насколько далеко сидит водитель от нашего рулевого колеса. Еще одна ошибка происходит из-за чего? Мы с вами рассматривали, что при движении задним ходом, когда руль наш выкручен направо, мы должны увидеть задний автомобиль целиком. То есть вот эта внутренняя фара, которая стоит ближе к бордюрчику, мы должны ее увидеть и остановиться. Так вот, если водитель проедет дальше и увидит еще даже некоторое расстояние после этой фары, еще часть бордюра ему будет видна, то, возможно, он в эту парковку не попадет. Здесь, опять же, колесо заднее правое может наскочить на наш бордюр. Следующая ошибка. Автомобиль не помещается в парковочное место. Но основная причина, что мы неправильно определили размеры свободного пространства. Нам потребуется, как правило, парковочное место, равное 1,5 длины нашего автомобиля. Еще одна причина. Поздно начали выкручивать руль направо, то есть много проехали на прямом ходу. В начале выполнения парковки остановились, когда задний левый фонарь уже далеко зашел в наше заднее правое стекло. Но в последнем случае можно выкрутить руль правее и продвинуться вперед, в тот момент, когда вы поняли, что сильно приблизились к заднему автомобилю. Ну вот, уважаемые зрители, сегодня мы разобрали, как припарковаться параллельно между двух автомобилей. В следующем видео мы с вами разберем подробненько, как припарковаться между линиями разметки, как это происходит на нашем экзамене. До скорых встреч!